Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу поделиться своим опытом работы кассиром в американском магазине. Я уже успела поработать в 2 крупных супермаркетах, уйти оттуда, и поэтому в сегодняшнем видео мне хотелось бы подвести итоги и рассказать о плюсах и минусах этой профессии. Первый магазин, куда я устроилась, называется «Кампион». Это огромный продуктовый супермаркет с очень большим ассортиментом товаров. Там были традиционные для всех продуктовых магазинов мясной, рыбный, молочный отдел, бакалея, овощи, фрукты, а также небольшой отдел промышленных товаров, собственная кондитерская, кухня и мексиканское кафе, где можно не только покушать, но и купить готовую еду. Там я проработала около полугода на полной занятости, то есть full-time. Второй магазин называется $3. Здесь продаются товары для дома, украшения, одежда, игрушки, канцтовары, косметика, еда и даже немного лекарств. Все товары стоят $1, или чуть меньше, или 2 за $1, или 3 за $1. В этом магазине я работала недолго, всего месяц, на частичной занятости, то есть part-time. Начну с хорошего. Какие же плюсы работы кассира в Америке? Первое. Такую работу очень легко найти. Магазинов в Америке много, и кассиры туда требуются довольно часто. В интернете всегда есть открытые вакансии по всему нашему штату. А мне, например, после непродолжительных поисков даже удалось найти такую работу в 5 минутах ходьбы от дома. Второе. Не нужно никаких особых знаний, умений и навыков. Несмотря на то, что раньше я никогда не работала на кассе, меня без проблем взяли на должность кассира. Все, что я делала в магазине $3, это приветствовала покупателя, сканировала товары, складывала все в пакеты, отсчитывала сдачу и прощалась с покупателем. То есть мне нужен был самый минимальный английский и элементарные знания математики. В этом плане работать в $3 было совсем легко. Если говорить о мексиканском супермаркете, то там, конечно, нужно было еще знание испанского, но тоже достаточно уровня «Привет, как дела?». В принципе, когда каждый день делаешь одни и те же действия, к ним быстро привыкаешь. И с первого взгляда определяешь, что это за готовая еда в коробке, которую покупатель взял с собой на вынос, и какой напиток у него в стакане. И даже длинный список кодов для знакомых и не очень овощей и фруктов быстро запоминается. А если возникают какие-то проблемы, можно просто позвать менеджера, и он все решит. Правда, иногда меня ставили кассиром на отдел по работе с клиентами. И вот там, конечно, уже нужно было больше английского и испанского языка, потому что приходилось очень много разговаривать с покупателями. Третье. Возможен карьерный рост. Когда я работала в Кампион-маркете, одному из кассиров через некоторое время после трудоустройства предложили должность менеджера. То есть существует возможность карьерного роста прямо в своем магазине. Кроме того, опыт работы с кассой помогает устроиться на должность кассира в банке, и можно в дальнейшем стать банковским работником. Четвертое. Удобная организация рабочего места. Больше всего мне нравилось, что пакеты навешиваются на специальный держатель, и поэтому очень удобно упаковывать в них товар. Причем можно использовать неограниченное количество пакетов, хоть каждый товар отдельно упаковывай. Также не ограничено и количество латексных перчаток для работы, благодаря которым руки всегда защищены от грязи и порезов.
Экраны компьютеров можно регулировать, чтобы они были на удобной, лично для вас, высоте. В большинстве магазинов они сенсорные, и каждый кассир сам выбирает для себя способ управления – на экране или на клавиатуре. Также есть маркеры и лампа для проверки денег. И вообще, все всегда под рукой. А на полу очень мягкий, толстый, пружинищий резиновый коврик, который уменьшает нагрузку на ноги. Пятое. Можно работать медленно. И это было очень неожиданно для меня. В обоих магазинах менеджеры постоянно говорили: не спеши, уделяй каждому покупателю столько времени, сколько потребуется, и будь внимательна, ведь ты работаешь с деньгами. И хотя у меня получалось довольно быстро обслуживать клиентов, никогда не было лишнего стресса от того, что надо торопиться. Шестое. Бесплатные обеды. В $3 их, правда, не было, но в Компион-маркете во время ланча приносили еду из местной кухни. Благодаря этим обедам я оценила вкус острых мексиканских блюд, и они мне даже понравились. Насколько я знаю, во всех магазинах, где есть собственные ресторанчики, обеды для сотрудников всегда бесплатные. И, наконец, седьмое. Очень доброжелательные покупатели. За все время, пока я работала кассиром, только, может быть, пару раз встретила недовольных и агрессивных клиентов, потому что все американцы очень дружелюбные, приветливые и милые. Они всегда здороваются, спрашивают, как дела. Если задают какой-то вопрос, то перед этим извиняются, а после говорят большое спасибо. Если на кассе очередь, никто не вздыхает недовольно, не кричит и не ругает кассира за медленную работу или за сбои в системе. Все терпеливо ждут и не нервничают. Некоторые блогеры утверждают, что в $3 закупаются одни бомжи. Но за месяц работы на мою кассу пришли всего 2 местных бомжей. Причем сотрудники магазина их давно знают и даже приветствуют. А вообще посетители магазина обычные американцы. Например, на Рождество и Новый год очень многие покупали украшения именно в $. А за подарочными пакетами так вообще все шли к нам, потому что здесь они были в 5 раз дешевле, чем даже в недорогом Walmart. А теперь об отрицательных сторонах профессии кассира в США. Первое. Очень маленькая зарплата. Обычно магазины платят кассирам минимальную зарплату по штату. Именно потому, что эта работа не требует особых знаний. В магазине Компион-маркет я получала зарплату $11,5 в час и работала на полной занятости 39-40 часов в неделю. В $3 мне платили $15 в час, но только потому, что я там была устроена как сезонный работник на рождественские праздники на частичную занятость и работала по 15-20 часов в неделю. А так, зарплата у кассира там тоже $11.50 в час, причем она не повышается в зависимости от стажа работы. В сетевых магазинах одежды кассиру платят в час на $1 больше, но там в его обязанности входит также выкладка товара и более серьезная работа с клиентами. Второе. Нестабильный график. Поскольку практически все магазины работают 7 дней в неделю, выходной у вас может быть, например, в среду, как это было у меня в мексиканском магазине. График очень часто меняется, а поэтому сложно построить какие-то планы на тот самый единственный выходной. Вы должны быть гибким, то есть готовым к работе в любое время. Третье. Это стоячая работа, и кассир постоянно на ногах. Конечно, всем известно, что кассир в продуктовом магазине все время стоит за кассой. Почти 7 или 8 часов не присесть, а это весомая нагрузка на позвоночник и на ноги. В Компион-маркете я работала во вторую смену, и вечером, когда покупателей очень много, нет времени даже пораскладывать товар, чтобы хоть немного прогуляться. У меня было 2 перерыва по 10 минут и 30 минут на обед, а в $3 один перерыв за 4-часовую смену.
Конечно, ноги и спина очень устают, поэтому нужно рассчитывать свои возможности. Четвертое. Приходится поднимать тяжести и иногда внушительные. В Америке часто закупаются на неделю вперед, а то и больше. Поэтому товары берут упаковками, мешками, галлонами. Все это кассиру приходится не только перекладывать с места на место, но и складывать в пакеты, которые потом нужно поднять и положить на стол, откуда их уже забирает покупатель. Поэтому в итоге за смену кассир поднимает очень большой вес, и это тяжеловато. Ну и, наконец, пятое – материальная ответственность. Работа на кассе – это работа с деньгами. И кассир отвечает за всю выручку, которую сделал за смену. В конце дня менеджер вместе с кассиром пересчитывает кассу. И любую недостачу свыше $5 в Компионе и $3 в $3 нужно выплачивать из своего кармана. Очень рада, что у меня никогда не было таких случаев. Но всегда нужно быть очень внимательным и правильно считать деньги. Кроме того, нужно еще успевать проверять купюры, чтобы не подсунули фальшивки, иначе тоже придется платить. В Компионе все банкноты или биллы, как их называют в Америке, мы проверяли сами. А в магазине $3 для проверки всех купюр от $50 кассир должен вызвать менеджера. Вот такие плюсы и минусы я лично для себя нашла в работе кассира в Америке. Как видите, плюсов получилось больше, поэтому я думаю, что на первое время, пока у вас нет ни образования, ни опыта, это в принципе неплохой вариант. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!